Всем привет! Вы на канале First and Red. Мы находимся в Нью-Йорке, и сегодня у нас в гостях прекрасная Анна Калинская. Привет. Ань, спасибо, что уделила нам время. У меня создалось такое впечатление, что ты вообще не любишь интервью давать. Это правда? Спасибо за приглашение, но да, я не большой фанат медиа вообще. Я Инстаграм очень слабенько веду для публичной персоны, поэтому я стараюсь как можно меньше давать. Мы в Нью-Йорке. Ты приехала с ивента, даже не успела переодеться. После нашего интервью у тебя еще один ивент. Расскажи, как ты ходишь вот на эти все вечеринки для игроков? Просто на 10 минут сфотографироваться и все? Или как-то по-другому? Ну, я мало хожу, во-первых. Во-вторых, это зависит. Если я иду с подругой, то у меня нет такого, что просто отметиться. Если я действительно хочу пойти, то мне интересно, как будет организована эта вечеринка, что будет из меню. Поэтому, если есть настроение, я иду. Если нет, то нет. Ну, что нужно, чтобы тебе понравилось? Меню ты имеешь в виду какое? Алкогольное? Нет. Напитки или еда? То есть, чтобы был хороший ужин на пати, важно. Ну, чтобы хотя бы что-то было. Иногда приходишь, и уже были только суши, их уже не осталось. Поэтому и в большинство случаев так и есть. Окей. Какая самая лучшая пати? Вот ты пришла, и было действительно весело. Что больше всего? Какая пати запомнилась? Я вчера пропустила. Я вот хотела пойти на Taste of Tennis. Но сегодня я поговорила с девочками и сказали, Ань, тебе бы не очень понравилось, поэтому ничего страшного, что я пропустила. Какое пати запомнилось? Мне понравилось в Чарльстоне, потому что там пригласили художников местных, я как поняла, и там могли нарисовать твой портрет, и в плане, неплохой уровень, не то, что там как Times Square, что это на колях или отдали. Наверное, я мало очень была, на самом деле. Вот раньше, кстати, Taste of Tennis проходил не так, как сейчас, был другой формат клуба. Как тебе клубы? И какой клуб? Вечеринки, где нужно танцевать под музыку. Раньше были такие? Да. Надо вернуть. Да? Ну, мне кажется, я что-то слышала такое, мне тренер рассказывал, но... Но тебе такое нравится? Близко или нет? Ну, наверное, это поздно, наверное, было, нет? Ну, а если было ранее? В 6 часов, например, в 6 часов вечера. Представь, классное меню и после зажигательный танц. Но если бы какого-нибудь артиста пригласили, то да, классно посмотреть. Например, кого? Кого-то. Не, конечно, я хотела бы там, не знаю, Джастин Бибера какого-нибудь, но в реалиях это тяжело устроить. Я думаю, это было бы странно, потому что сейчас все очень как-то держат границы, этот настрой на турнир, и было бы... Я думаю, это бы не понравилось большинству. Не все любят быть в центре внимания. Например, Ига Швентек, она быстро от этого устает. Арина Соболенко, наоборот, питается вниманием. И это ей еще энергетику дополнительно это прибавляет. А у тебя как? Я устаю. Наверное, это одна из самых больших причин, почему я это не люблю, потому что я не заряжаюсь от людей. Я заряжаюсь там от своих друзей, от кого знаю, но от съемок не могу сказать, что у меня от этого прибавляется энергия. Я с Ариной абсолютно противоположная. Я бы хотела, наверное, заряжаться все-таки от этого, но пока что у меня не получается. Многие считают, что ты раскрылась позже, чем могла бы. Как ты считаешь, ты действительно раскрылась позже? Они правы в чем-то? Думаю, да, потому что когда я играла по юниорам, я была 3-я в мире, и когда ты юниор, все ожидают от тебя, что ты будешь также подниматься и дальше, в том числе, может быть, родители, и команда, и потом, когда ты проигрываешь, для тебя это очень непривычно, начинаются какие-то травмы. Я не помню никаких проблем со здоровьем, когда я играла по юниорам. Поэтому все новый опыт, и, конечно, не получилось в 20 лет выиграть шлем, как у некоторых это бывает. И я думаю, что я еще раскрываюсь.
что в прошлом году я хорошо играла, и для меня это появилась опять большая надежда, что я могу улучшаться, и большая мотивация и желание. Что именно изменилось за последние 2 года? Я не могу сказать, что за последние 2 года что-то изменилось конкретно. Я думаю, что это процесс все-таки пару долгих лет. Последние 2 года, наверное, началось складываться, что появилось здоровье и физика, и наконец-то команда стала лучше, я стала более спокойная, и это на корте тоже очень помогает. Расскажи, кто сейчас входит в твою команду. Ты поменяла фитнес-тренера. Я могу сказать, что по юниорам, если так думать, у меня не было хорошей физической подготовки вообще. И я даже и не думала, что это настолько важно. Я поняла это только пару лет назад, когда я начала играть с топовыми игроками, и какая бешеная должна быть физическая подготовка, и насколько мне надо улучшать свое тело и свою мощь, потому что я сама по себе очень такая худенькая была в детстве, и играть с такими, как Арина, например, или очень много девочек в туре большие. Поэтому я осознала, насколько это важно, и где-то 2-3 года с момента травмы я поменяла тренера, и вот с тех пор мы с ним работаем, и тренер по теннису у меня из Аргентины, Патрисия, мы с ней 6 лет уже вместе, и это абсолютно другой менталитет по сравнению с тренерами, кто у меня был раньше, и как другая школа. Вот ты говорила тоже в своих предыдущих интервью, что она совершенно по-другому ведет себя на корте, и у нее другой подход. В чем именно? Расскажи подробнее. Нету давления, но давление с такой стороны, что тебя будет как-то зажимать, или ты хочешь сыграть там лучше, потому что тебе тренер говорит. Сейчас мне хочется играть лучше, потому что я сама этого хочу, и я знаю, что я могу это сделать. Она как бы раскрыла во мне эту сторону, что мне самой хочется играть и тренироваться. Раньше у меня было такое, что хочется уже закончить тренировку, и достаточно часто это было, потому что, может быть, подход был неправильный, она более специфически ко мне относится. То есть она позитивна, не как наши тренеры там, да что ты, опять ты ничего не можешь. Да, она у тебя нас очень поддерживает. тяжелая школа. С одной стороны, это хорошо, потому что формирует спортивный характер, и это действительно мне помогает, и это меня воспитали так. Но приятно, когда можно посмотреть, что не обязательно должно быть так тяжело, и через там постоянно через кровь и пот там и слезы, что иногда это может быть приятно тебе в кайф тренироваться. Вот, ты сказала, что тебя так воспитали. У тебя родители бадминтонисты профессиональные. Почему ты не пошла по их стопам? Я играла в бадминтон. Какую ракетку ты взяла в руки первой, будучи ребенком? Теннисную или бадминтонную? Я думаю, теннисную. Я помню теннисную ракетку, по крайней мере. Но я играла пару лет в бадминтон. Естественно, меня тренировала мама, ну и папа немного. Но мне не могу сказать, что меня прям так сильно зацепило, как в теннисе. То есть теннис тебе понравился? Я играла и бадминтон, и теннис одновременно. 2 вида спорта. Теннис, он не настолько быстрый, как бадминтон. И мне было тяжело в бадминтоне физически, там очень сильное кардио, и турниры гораздо меньше по масштабу. Мне родители спокойно сказали: выбери что-то одно. Сколько тебе лет было? А мне было лет 7-8. То есть в 7 лет ты уже сделала осознанный выбор. Да, но я понимала, что я не хочу играть и в бадминтон, и теннис. Я еще плаванием занималась, и было слишком много для меня. Я уставала, и они сказали: ладно, выбери что-нибудь одно. И я оставила теннис, и никогда не жалела, не скучаю по бадминтону. То есть родители спокойно восприняли, что вот не пошла? Да, я бы сказала, они даже больше поддержали теннис. Ты уже сказала, что у бадминтонистов там своя подготовка, и что мама тебя тренировала, но она потом переключилась, по-моему, на теннис, и она с тобой ездила на турниры. Да, она ездила со мной. Расскажи, чем бадминтонистка может помочь теннисистке? Все-таки это похожие виды спорта, да, ракетные виды спорта, но они также и отличаются. В бадминтоне очень развито чувство волана. Там не мяч, там волан, но
очень много ударов кистью, очень большая работа ногами. Поэтому с маленького возраста знать, что такое перемещение, достаточно быстро большой плюс ребенку. Удар и смеш, в принципе, похож на движение, как на подачу. Поэтому какие-то, элементы игры, они немножко похожи, но действительно, мяч гораздо тяжелее, другая скорость, мяч медленнее, чем валан. Теннис мне казался медленнее, когда я перешла из бадминтона. То есть тебе полегче было? Мне теннис ты выбрала то, что да. легче. Ты говорила, уже вскользь упомянула, что в один период хотела бросить теннис. Вот тебе он в детстве не нравился. Почему? Первый раз, наверное, когда я захотела паузу, это было давление от мамы, потому что я чувствовала, что надо идти на тренировку, и мне не хотелось уже, потому что я была в школе, мне нравится учиться. Какой любимый предмет в школе был? Математика. Класс. Да. У меня там полно друзей, мне было комфортно, и после школы ездить на тренировку в холод, в один момент я начала сомневаться, нужно ли мне это. Второй раз мне было 18, я играла US Open. Юниорский? Нет, взрослый квалификацию. Я проиграла японке. Она возрастная, не помню точно фамилию. Я вела 5-1 в первом сете, и потом проиграла 7-5, 6-2. По-моему, первый или второй круг был. Скорее всего, первый. Это как раз был период, когда я с юниоров переходила во взрослый. И, наверное, были большие ожидания. У тебя или у родителей? Я думаю, скорее от родителей. От родителей потом я начала чувствовать, что я должна, и не получается, ты расстраиваешься. В этот момент я взяла паузу на пару месяцев, я помню. Но у меня лучшая подруга, я не знаю, это было уже информация, лучшая подруга играла в теннис, и она говорит, пойдем со мной на тренировку. Я говорю, ну ладно, делать нечего, пойду. И потом уже были сборы в декабре, в Москве было холодно. Ну ладно, полечу на сборы. Ты холод не любишь? Не очень. Полечу в Дубай на сборы. Играть мне всегда нравилось, но вот с давлением проблемы были. И мы там с ней вместе тренировались, и потом мне помогла Манякова. Спрашивала меня, что ты вообще делаешь? Я говорю, не знаю, у меня нет тренера, поэтому тяжело как-то что-то планировать без тренера. И она в тот момент мне помогла, полетела со мной в Австралию. Я первый раз в жизни прошла квалификацию. Для меня это было прям вау. И с того момента я больше не думала заканчивать. Мысли пропали. Какие у тебя сейчас отношения с родителями? Хорошие, намного лучше, чем были, потому что как-то повзрослела. Я не провожу столько времени с ними уже, и хотелось бы, но не знаю, уже чувствуется, что когда я приезжаю домой, настолько другая жизнь, что я постоянно где-то в разъездах. Это уже было с 17-18 лет. То есть мне сейчас 26-8 лет. И когда мы видимся, эти моменты более особенные, чем когда мы вместе были 24/7, и нет никаких ссор. Они меня поддерживают очень и рады за меня, гордятся мной, чего я достигла. Связано ли то, что у вас сейчас теплые отношения, с тем, что ты смогла как будто бы превзойти их успехи, и они успокоились? Все, состоялось. Я не знаю, какие у них были ожидания от меня. Может, первая ракетка мира. Я никогда не спрашивала, если честно. Я спрошу, когда вернусь домой или по телефону. Вообще, чего хотели от меня? Зачем вы меня так мучили, да? Я думаю, да, они немного успокоились, и сейчас они более сконцентрированы на других вещах, чем на моей карьере, поэтому это, может быть, как-то на второй план ушло. Могут все еще позвонить, сказать, Аня, смотрели твой матч, ноги не сгибала? Нет, конечно. Какие топ-3 подсказки от них ты слышишь чаще всего? Двигайся, играй собранно и с хорошим настроением. Ну, позитивный посыл. Тебя считают одной из самых красивых теннисистов.
Торы. Как ты к этому относишься? Безусловно, это приятно, но хочется, чтобы не только говорили, вот красивая теннисистка, успешная теннисистка на первом месте. Часто тебя теннисисты на свидание зовут? Теннисиста? Раньше чаще, сейчас уже я взрослее, они знают, что кому-то вообще не светит, не надо писать. Кто-то писал раз 10, там сдался. Кто не скажешь? Кто Кто этот отчаянный вот 10 раз писал? Я сейчас скажу, опять просто разнесут видео. Это опять руны. Да ладно? Он, по-моему, всем пишет. Какой Ну ладно, неугомонный. пускай он мальчишка. заслуживает всего этого. Он слишком много о себе думает. Может быть, он безнадёга такой. Но он не один такой. То есть у тебя там обширный список? Не, ну пару есть. То есть они как бы об стену бьются, и как ты их динамишь? Просто не отвечаешь или отвечаешь односложными какими-то сообщениями, я не знаю. Нет, не отвечаю вообще. Просто не отвечаешь. Отмораживаешься, короче говоря. Просто как не вижу. Вот сейчас он обрадуется, что я видела. Расскажи, как ты считаешь, вот почему с теннисистами сложно строить отношения? Я знаю пару ребят, подруга моя встречалась тоже с теннисистом. Они своеобразные. Что именно в них не так? Они немного депрессивные для меня. Они очень зациклены на Девочки тоже зациклены на результате, но я не замечала, что девочки будут... Мне кажется, девочки позитивнее. Ребята, если у них не получится выиграть матч или не достичь свою цель, то для них это все. Нету жизни другой. У девочек я вижу, что более широкие взгляды. Если теннисист в топ-10 говорить, то очень тяжелое расписание. И тяжело выстраивать личную жизнь и какой-то баланс иметь. Теннисисты эгоисты. Все про себя любимого. Поддержи меня. У меня такое расписание, подстройся под меня. Да. Ну, не совсем эгоисты, но... Ну, чуть-чуть. Они не будут тебе в лоб говорить, что поддержи меня. Все-таки, если я с человеком, то я его хочу поддерживать. И это нормально, потому что если любишь человека, ты хочешь помочь и быть в комфорте с ним. Но надо отдавать тоже партнеру, поэтому постоянно поддерживать тяжело. Какие качества ты ценишь в мужчинах? Честность, щедрость, доброту и мудрость, чтобы мудрее девушки был. У меня есть для тебя небольшой блиц. Представь, что у тебя был плохой день. Вот как бы ты хотела, чтобы вторая половинка тебя поддержала? У меня есть несколько вариантов. Выбери. Чтобы он сделал комплимент, провел с тобой время, подготовил сюрприз, помог в делах или обнял. Надо одно выбрать. Все 5? Обнял. И помог, если что-то надо. Но не доставать меня. Ты как-то в интервью сказала, что хотела бы поменяться местами с Анной Корниковой. Почему? Но если выбирать, я бы выбрала ее. На твой кумир детства? Нет. Но мне нравится, что она яркая личность, что она... Я ее лично не знаю, поэтому тяжело так сказать с уверенностью. Но мне кажется, ей нравилась эта публичность. Она удачно вышла замуж, у нее семья, дети, значит, у нее хорошие ценности в жизни. Она сделала для своей карьеры все, что могла, была топ-10 и кайфовала от этого, судя по имиджу. Она в своей карьере ни разу не выигрывала турнир WTA. Ты тоже, но ты еще играешь. Вот этого я не знала, когда я говорила. Ты пока тоже не выигрывала, но у тебя все впереди, ты продолжаешь играть. Бесит, что не выигрывала ни разу? Конечно, расстраиваюсь, что особенно в финале, когда все очень близко. Но я верю, что что-то будет больше. Ты любишь моду? С какими брендами ты хотела бы сотрудничать? Мне нравится Алая, Шанель и Сен-Лоран. Какие-нибудь классические, ничего яркого.
Ну, ты всегда классно луки подбираешь. Сама это делаешь или у тебя есть стилист? Нет стилиста, я делаю сама. Но в дальнейшем, возможно, я попробую со стилистом поработать, чтобы понимать лучше, что подходит, что нет, и как-то разнообразить гардероб. Маша Шарапова недавно в интервью сказала, что на Nike зарабатывает только тот, кто стоит в топ-10. Это правда? Конечно, все зависит от бонусов, как далеко ты проходишь на турнирах, рейтинг. А одежда, понятно, многие хотят контракт с Nike, но чтобы зарабатывать, это надо показывать результаты. Собака Белла стала настоящей звездой. На турнире в Вашингтоне ей даже поставили отдельный стульчик, дали полотенце. И это был ее звездный час. Белла теперь твой талисман? У меня еще 2 собаки. Нет, они все мои любимые. Но в данный момент, да, Белла в Нью-Йорке и придает очень много позитива. Она меня точно заряжает. Она как мой ребеночек. Правда, что это собака твоего парня? Да. Ну и зачем я выбрала? Расскажешь, кто этот счастливчик? Ну, не хотела бы особо Или говорить. хотя бы чем он занимается? Спортсмен? Или... Нет, он не спортсмен. Раньше занимался спортом, но не профессионально. Любит спорт. Я думаю, я не смогла бы быть человеком, у которого 0 интереса к моей профессии, но он занимается финансами. Он присутствует на турнире? Поддерживает Да. тебя? Многие тренеры считают, что влюбленность вредит карьере. Ты бы с этим поспорила? Нет, я думаю, окрыляет. Если здоровые отношения и эмоционально оба человека зрелые, и они понимают, что для твоего партнера хорошо, что плохо, и не пытаются подкормить свое эго или какие-то другие качества, то любовь точно не мешает. Ты не любишь выставлять на показ ни себя, ни свои отношения, потому что счастье любит тишину. Ну, да, абсолютно. Ну, у тебя, мы знаем, да, что были моменты с публичными людьми, но ты все равно старалась. Ну, по Нет. максимуму я старалась, и мой партнер тоже старался. Но тяжело избежать, когда 2 человека знаменитые, и были сложности из-за этого тоже. Невозможно выйти спокойно на улицу или сходить поужинать лишний раз. Ты будешь думать дважды, пойти ли куда-то. В такие моменты еще у вас с двух сторон есть агенты, да? Такие моменты, они иногда мешают, ну, дают какие-то вредные советы из серии, вот туда вы сходите, а сюда, может, лучше вместе не идти. Они как-то мешали или вы сами решали? Нет, агенты не имеют никакого отношения к отношениям. Работа есть работа, личное — это лично, жизнь вне корта — это другое. Никто за нас не решал ничего. Как ты считаешь, для женщины что важнее, карьера или семья? Для женщины — семья. Но мне важно состояться как личность тоже. Для меня уверенность и внутреннее спокойствие от того, что я делаю, чем я занимаюсь. Семья — это прекрасно, но это не все, что мне нужно в жизни. Как ты относишься к тому, что теннисистки прерывают карьеру, становятся мамами, затем возвращаются в тур? Уважаю это, но я не представляю себя в таком режиме. Возможно, потому что я путешествую с 14 лет, с 12, и я не хочу, чтобы мой ребенок с самого маленького возраста где-то был в самолете и не ходил в садик. Это очень важно для развития ребенка и иметь детство. У тебя одно детство только. То есть твой идеальный сценарий — завести семью уже после Да. завершения карьеры. Ты любишь музыку? Посещала много концертов. Чье выступление понравилось больше всего? Я была и на мужских, и на женских концертах. И я могу сказать, что женщины выступают намного энергичнее и с более крутой самоотдачей, чем мужчины. Мужчины, конечно, голос — это тоже талант и все такое, но женщины, Бейонсе, Тейлор Свифт, когда я смотрела это шоу, я
восхищалась женщиной. У меня такого никогда не было, когда они так и двигаются, и одновременно и танцуют, и поют, и переодеваются. Как мультитаскинг. Какая песня сейчас для тебя особенная? Мне нравится песня Ordinary. Но я не могу сказать, что она особенная, просто очень красивые слова и как-то в душе откликается. Анюта, Блиц. Нью-Йорк или Майами? Майами. Олимпиада или турнир Большого шлема? Турнир Большого шлема. Сходить на игру к брату или отдохнуть между турнирами на море? Сходить на игру к брату. Концерт The Weeknd или Coldplay? Coldplay, потому что я не была. Концерт Джастина Бибера или Бейонсе? Джастин Бибер. Быть теннисисткой или моделью? Теннисисткой. Тусоваться с друзьями в Дубае или в Майами? Майами. Сходить на выставку или в ресторан? На выставку. Диор или Шанель? Шанель. На первом свидании платишь ты или он? Он. На всех. Провести целый день с племянниками или одной с книжкой? С племянниками. Орешки со сгущенкой или медовик? Медовик. Парный разряд или микст? Ну, это действительно сложный вопрос. Парный разряд. Путешествовать со второй половинкой или путешествовать с собакой? Втроем. Спасибо большое, Аня. Спасибо. Подписывайтесь на канал First and Red, ставьте лайки, комментируйте и делитесь нашими видео.